добрый и злой полицейский. Ребята, мне его больше не присылайте. Я заплатил только за один турнир где-то около 75-80 тысяч. Ну вот, лишь бы Денис Романов выступал, обсирался и было что в новостях рассказывать интересно. Вот сейчас не выступает, грустно. То, как он пиздит, ему и жить недолго осталось. Да вы долбоебы, если вы такой вопрос задаете, наверное, потому что я новостник, блядь. Нет, сцены я вообще терпеть не могу. Вот сцену прямо она меня раздражает. Есть какой-то в этом шарм, но как будто повторить бы я не сильно хотел. Денис Романова хлопнуть. Очень сильно порадовался на этот счет. А как ты считаешь, почему так сложилось, что спина твоя именно отстающая часть тела? У меня даже ноги были в свое время более отстающие, чем спина. Первый выход был в 22, а в 24 я уже взял прокат. Делал спину. Ты просто выглядишь нахуй. Да. Старше Дениса Романова. Да. Доход он прям иксанул. Помоги, блядь. Че, качаем? Просто рекфол написали и перешли, блядь. Че, тупые, что ли? Я ебал сейчас вообще хоть за что-то деньги платить. Как будто бы уже Вот она, хватит. блогерская жизнь. Как будто бы уже хватит. Кстати, это вообще единственный человек, которого я когда-либо блокировал бы, блядь, в Инстаграме. Я вообще не думал, что ты, блядь, отреагируешь на как ПМСница, на самом деле. Что я говорю, у него похороны, блядь, каждый день. Вот так будете себя вести, никогда у вас медийки не будет. Мне нравится подготовка и награждение. А вот этот маленький промежуток между, там, 3 минуты, он мне не нравится. Так, ребят, сразу предупрежу, у нас будет в кадрах очень много мата, так что кому будет резать уши, уж извините, свайпайте дальше. Наш гость таким образом проявляется и ведет свой диалог. Вот и за YouTube. С вами Александр Шмидт, а не Крис Бамстед. И сегодня у нас тренировка с атлетом, чье имя боятся называть многие спортсмены, дабы не попасть в его новостную рубрику. Самый молодой ныне проатлет России Богдан Черемисинов. Слава богу, мою фамилию правильно назвали. В какой руке? Че, в какой руке? А, блядь, я клубничный хочу, ты давай, заебал. угадывай. Давай в этой. Сука, блядь, не люблю я этот вкус, я сразу говорю, блядь, ребята, мне его больше не присылайте, только клубничный. И вишневый новый, сахар. У нас с Богданом общий тренер, общая отстающая мышечная группа, вот. Разные взгляды и подходы на бодибилдинг. Вот, поэтому я думаю, что разговор получится достаточно интересный, а тренировочка продуктивная. Подожди, тренировку по твоей будем или по моей? Или по эспину? Общую сделаем, как Миша кидает. По эспину? По моей или по твоей, или по эспину? По эспину похуярили. Пойдем, там народу много, оборудование свободное, так что сейчас с кайфом покачаемся. Всех нахуй выгоним. Все, пойдем. Итак, первое упражнение мы начнем тягу Т-грифа. Она здесь всегда свободна, потому что ее никто не умеет делать. Тренироваться мы будем сегодня по эспину. Программа, так сказать, тренера, нашего тренера, которого он купил за баксов или сколько, евро 200, наверное, отдал, но нам предоставил бесплатно. Начнем мы с Т-грифа. Получается, что там у нас? 3 подхода. Один подход у нас идет максимально силовой, второй подход идет негативная фаза, максимально медленная. И третий подход идет негативная активная фаза, медленная. Готова? У меня готово, я уже делал, мне понравилось здесь. Окей, здесь, кстати, если вешать на дальнюю этот упор, то там прям нормально. Ну ты же делал? Да. Ну все, заебись. Энергетики мы, кстати, обменялись. Ты не начинаешь движение с остающей своей части спины? А какая у меня отстающая часть спины? Вся спина? То, что больше выпадает. Вся спина. Широчайший низ. Ну вот, по сути, локтями ты корпус и тянешь на низ, широчайший. У тебя же функция разгибания идет. Давай. Да, практически параллельно полу. Хорошо. И локти максимально к корпусу. Че, лямки не используешь? Ахуй не нужны. Да? Мне хватит сильно. Ты как бы предплечье. Ну, предплечье у тебя же тоже включается, забивается. А какая разница? А? Как предплечье со спиной связано? Вот многие не понимают. Ну, блядь, они же
созданы для чего-то. Если что-то тебе может дать Когда ты не можешь... 0,5% для результата. Они созданы для того, когда ты не умеешь удерживать вес. Понимаешь? Я умею удерживать вес. Проблема в том, что у тебя нагрузку спины может забрать только бицепс, но не предплечье. Предплечье может забиться, у тебя и тоже движение ограничивать. Но я же тебе говорю, у меня очень сильный Холостой, хват. я помню, ты говорил. Очень сильный хват. Я же холостой. Я могу держать, поэтому вообще типа похуй. У меня очень сильные предплечья, очень сильный хват. Для меня не проблема любой вес удерживать. Я там даже кастановую делаю, там мог 200-250 без лямок спокойно удерживать вес. Я никогда их практически не использовал. Считаю, что у меня доминируют руки. У меня тоже хват сильный, но я их использую. Ну, Мы как с Богданом, как добрый и злой полицейский. добрый злой полицейский? Сегодня и в целом по жизни. Получается, я добрый, а ты злой, да? Ну нет, Почему ты это? злой. Кто сказал? Хуя ты ярлыки так оставляешь. Давай. Давай, Ахтар, 12 раз. Энергетики Рекфу. Вот единственное, что появилось хорошее на рынке. Вот этот вкус. Вот он почему-то Там, людям по-моему, больше всех... третий же вкус какой-то появился. Вишневый, да, я уже банок 6 выпил. Но он с сахаром, да? Слушай, там 80 углеводов на банку. 80. Вообще хуйня. 20 Для грамм тебя, сахара. Я в межсезон, я еще говорю, я мог 1,5 литра фанты выпивать в день с сахаром, чтобы просто чувствовать себя отлично по жизни. Да, и сделал за 12 недель полосатую жопу. Да, но вообще мы это уже можно за 10 сделать. Это запас. Если фанту не пить. Из фанты, да. Не, фанта я пил только в межсезон. Хорошие энергетики, но вот этот вкус мне не нравится. Хотя он больше всех продаваемый самый и больше всех людям нравится. Мне он как не зашел. Ну так, И мне его почему-то заслали больше всего. Но мне нахуй не нужен. Могу тебе принести. потому что он нравится людям. Людям мне это не нравится. Могли бы спросить, блядь. Кто отправляет эти посылки домой. Потом хуй знает, что с ними делать. Интересный момент, что он в команде Рекфула в целом говорит, как есть, что не нравится, не нравится, что нравится, нравится. Ну вот по сути, да. Ребята нормально к этому относятся, они готовы исправлять, если у них есть какие-то косяки. Ну, то есть они адекватны к критике, Ну да, ну, чтобы доделывать продукты. объективны. Да, чтобы доделать продукты. Вот Вова, владелец мне постоянно пишет, что надо делать, чтобы я высказал свое мнение. Но это правильно, это с учетом И что-то переделать. обратной связи как бы от людей. Ну, для людей же делается Вот, продукция. да. Он глицерол сделал, напитки. Там будет цитруllin, аргинин, глицерол, соль, как я его просил. Добавил мало глицерола. Я ему сказал, хуета, надо переделывать. Давай. Все, сейчас сделали вроде нормально, должны вот появиться пробники, должны отправить на пробу. Что для тебя нынче бодибилдинг? Спорт, работа или медиа? Ну, уже работа стала. Уже прям работа. Или все вместе? Ну, медиа работа – это одно и то же. Потому что, по сути, бодибилдинг – это, если ты хочешь что зарабатывать, то только медиа. На самом же бодибилдинге невозможно Если заработать. по порядку эти 3 пункта поставить. Первая работа. Ну, уже скорее да. Я уже отношусь к работе и как-то более правильно, потому что все-таки, когда ты относишься к бодибилдингу как к хобби, да, по сути, ну, все любители, они занимаются... Любители я не имею в виду, кто не BB Pro. А BB Pro – это просто статус NPC-лиги. Я имею в виду любителей, кто не зарабатывает этим. То, по сути, это хобби. Все равно на хобби ты можешь ебланить где-то. Как бы ты ни относился, ты можешь ебланить. Ты можешь где-то косячить, Все где-то мы еще люди что-нибудь. склонны лениться. Да. А тут работа. Ты не можешь работу послать нахуй. Потому что если я знаю, что я не выпущу определенное количество контента, если я не сделаю форму, которая мне нужна, чтобы достичь каких-то определенных результатов, ну, я не смогу дальше двигаться. Поэтому, конечно, я уже отношусь как к работе.
Где-то я не хочу что-то делать, но уже приходится это делать. Просто приходится. Ты говоришь, тебя бесит. Скажи, что тебя может бесить в нашем отечественном бодибилдинге, ну и в мировом. Ну, в отечественном, да, в принципе, на самом деле, мне вообще похуй на все. Ничего так особо не раздражает меня. Как бы мне все равно. Пацаны дают инфоповод. Ну да, это же хорошо, наоборот. Как бы инфоповоды мне нужны, тем более, учитывая то, что я новостник, мне как бы без инфоповода такой рубрики не было. В мировом бодибилдинге, ну, мне не нравится то, что немного вот эти в NPC регионалы эти, ну, я понимаю с точки зрения коммерции, то, что это надо, но, слава богу, у меня этот путь уже пройден, мне регионалы больше нахуй не нужны. Но вот это, конечно, мне вообще не понравилось в этом сезоне, эти, блядь, регионалы, конечно, они придумали. Пиздец, ты деньги никуда платишь, хотя мне ее оплатили спонсоры, но я все равно, как бы, смотрю на ребят, правильно же, на всех, как бы, и я понимаю, что, ну, как бы, 30-ку отдавать просто так со своего счета, как будто бы, ну, не очень. И учитывая, что, ну, этот турнир, по сути, он же тебе вообще не нужен, он тебе ничего не дает. Я заплатил только за один турнир где-то около 75-80 тысяч. Ну вот, да. У меня их было 3. Ну, типа фотки, цены там примерно регионал, плюс-минус одинаково. Пас на проход за кулисы для тренера. Ну, точно, и да, все да, такое. я Это понял. там 200 евро стоит в Европе. Ну, вот эти вот моменты. Ну, в принципе, что жаловаться на федерацию, как бы она зарабатывает деньги и вообще существует за счет этого. Да так, в принципе, ничего такого не бесит. И судейство только мне особо не нравится в профессионалах, потому что на больших турнирах, где много народу, очевидно, они не могут нормально судить эти 3, 4, 5 вызовов, особенно на Олимпии, как было. То есть им похуй, они там топ-15 отобрали, и то просто того, кого знают, зачастую там атлеты там топ-10, которые вообще не должны там попасть. Есть атлеты с 3-4 вызова, которые сильнее, просто их не сравнивают со вторым вызовом, ты же понимаешь. Если их рядом ставить, ты сравнишь, но их не сравнивают. Тогда мне не нравится судейство. Но сейчас они заебись, то, что они в NPC ограничения сделали, хотя бы 2 турнира эти, ввели новую систему квалификации на Олимпию, стало получше. А так, в принципе, да не, ничего такого не бесит. Поебать абсолютно. Лишь бы Денис Романов выступал, обсирался и было что в новостях рассказывать интересно. Вот сейчас не выступает, он грустно. Взрослый, ему, наверное, недолго осталось. Хотя Недолго жить или выступать? выступать. Но то, как он пиздит, ему и жить недолго Хотя и осталось. Шанкин, он 74 выступает. Красавчик. Давай, работай. Где-то пауза внизу. Опять залез туда. Да. Вот. И нет смысла туда залезать. Абсолютно нет. Думаю. Теперь поехали. Да, в конце прям напрягай. Я тебе помогаю, а ты напрягаешь мышцы. Чтобы когда ты не можешь дотянуть. Напрягай. Хорошо. Еще. Хорошо. К вопросу о Дениса Романова. Ты часто высказываешься о ребятах крайне остро и резко, как ты считаешь. Это может закрыть тебе какие-то двери или наоборот, это открывает тебе какие-то дополнительные возможности? Я думаю, закрыть не знаю. Кстати, вот, например, Витя все пытался договориться с Innovation, и меня-то не берут. И я думаю, что это связано с тем, что они, ну, Вась-Вась там с Романовым и Кожикарем. У них какие-то, может, обиды остались. Но, честно говоря, мне на них абсолютно похуй, потому что все равно зарплату они нормально не предложат. И как будто бы вообще поебать. Поэтому в целом похуй. Так никакие двери ничего не закрывают. Тем более, кто такой Романов, ну, чтобы из-за него там что-то, блядь, закрывали. Но я не говорю конкретно Про других людей? Романова.
А другие люди не обижаются просто, как Денис Романов, вот и все. Как бы они воспринимают нормально критику, так же, как и я ее воспринимаю. Ну, дрявая спина, я знаю. А Денис Романов, скажи, что у него дрявая спина. Он колготки наденет, ногти накрасит и верещать начнет. По этому поводу меня тоже спрашивали, обсуждали. Ты как бы не только про Дениса Романова остро выражался, там, никто не почему обижался. про Воротынцева ничего не говорил, почему про Карабашева ничего не говорил, который тоже стали. Почему? Я как про бы, Карабашева вообще всю дорогу говорю, что ему давно уже в Анбисибату Потом о пора. том и речь, просто они как бы не импульсировали так в обратку. Вообще никто. Они... Я про Воротынцева говорил, что с его ногами ему даже в Анбисибату нехуй делать, потому что он реально совсем паршивый из-за того, что у него варикоз. Но как бы ребята вообще им всем похуй, они как бы послушали нормально. А сколько я говорил про Артема Пучкова, то, что его реально индус по делу закрыл, и то, что, ну, реально с его вот этими палками, блядь, ну, ему делать нехуй, очень тяжело. Я с ним на МПС регионале как бы турнира с ним пропиздел, наверное, всю дорогу. Мы с ним общались о жизни, обо всем. Пацаны не дали в обратку инфоповоду, поэтому как Да, нормально. Ну, разговор нормально. закрыт. Они сами понимают же свои недостатки, свои это. И мне говорят, почему ты обсуждаешь публично? Да вы долбоебы, если вы такой вопрос задаете. Наверное, потому что я новостник, блядь. Наверное, потому что мне в новостях это надо обсуждать. А что мне в новостях обсуждать? Новостник. Если, блядь, Товарищ новостник. человек, ну, типа, вот новость, да, выступление. Что мне говорить? Мне же надо обсудить форму каждого атлета. Вот я обсуждаю форму каждого атлета. Если хорошая, говорю хорошая. Если плохая, говорю плохая. Может, я где-то это ярко говорю, ну, блядь, а как по-другому вы хотели? Выступайте хорошо, будем ярко о вас говорить хорошо. Либо будем плохо ярко говорить. Кайфуешь больше от процесса тренировок и подготовки или о сцене и уже конечного результата? Нет, сцену я вообще терпеть не могу. Вот сцену прямо она меня раздражает. Мне не нравятся эти, блядь, ебучие регламенты, задержки. Вот это все шляпа. Вот день соревнований я прям ненавижу. Максимально ненавижу. У нас, знаете, я в этот день выходил в Германии, а ты выходил в Индии. Да. И я уже закончил соревнования, а разница еще часов, наверное, там, ну, 5-6, наверное, Много, с да. Европой. И они, блядь, еще там что-то пампятся, готовятся выходить. Я уже поехал домой спать, блядь, а они только закончили Да, турнир. регламент был ебаный. Но я говорю, я вообще сами соревнования именно день не люблю. Мне нравится сама подготовка очень сильно. То есть я кайфую именно от процесса. И причем до самого последнего дня, ну, кроме там фазы истощения, да, ну, когда уже совсем тяжело. Ну, вот, например, эту подготовку я прям достаточно легко прошел. Именно в плане физической. Мне легко было. Я не испытывал толком голода. Да и вообще как-то и после соревновательный у меня процесс очень легко, я не зажираюсь. То есть первую неделю было тяжеловато, хотелось жрать, потом уже со второй недели вообще заебись. Третья неделя уже прям хорошо. У тебя вот начало диеты в дефицит сушки до конечного турнира сколько, получается, было недель? 12, ровно 12. Ровно 12 недель? Да. Сначала сушки до пикового, да, 12 ровно недель. И то мы обычно готовились там 10-11, тут немножечко даже запасом, учитывая перелет, чтобы подготовиться. Ну вот, как я сказал, день соревнований мне не нравится, сам процесс мне, ну, в принципе, доставляет удовольствие, можно сказать, форма. И особенно, еще знаешь, чем сложилась эта подготовка легкая? То, что очень много было медиа составляющей, то есть я всю подготовку... Занят был чем-то. Вообще, пиздец, то есть медийка была огромная занятость. Но не работая в зале. Да, и как бы постоянно съемки. Вот сейчас тоже постсоревновательный процесс, у меня съемок, ну, очень много. То есть вот на этой неделе только 4 съемки. И так уже практически каждую неделю. То есть меньше 3 их вообще не бывает. Вот мы, получается, я снял новости, мы сняли ролик с Шараповой там на Рекфул канал. А вот сегодня мы снимаем с тобой, завтра у меня интервью. Еще 4-й ролик на 2 часа в студии. Пацаны, 12 недель и 25 недель просто. Да. Насколько важно, блядь, Генетически, но метаболизм. генетика, да, обменные процессы, возраст, плюс условия подготовки, работаешь ты нахуй, блядь, с утра до вечера или нет.
Вот, переживаешь о чем-то, не переживаешь. Но у нас есть с тобой одно изменение, о котором мы сейчас поговорим. Хорошо. Мы с тобой поменялись ролями в плане семейного положения. Да. Ты эту подготовку делал один, а я ранее делал все подготовки один, и ты говорил, что это жесть, и ты хуй знает, как это можно вывести. Одному? Да, и вот ты сейчас это все прочувствовал, попробовал. Да, на самом деле, Что скажешь? да не знаю, как будто даже легче. Мозгоебство, на самом деле. Как будто было бы попроще. Ну, типа, не то, что мозгоебство, Таша мне мозги не ебала. Да я знаю, она сзади стоит. Вот как раз моя бывшая жена, сколько? В 15 метрах стоит, от меня тренирует клиентка. Ну, то, что расфокуса нету, вот реально. То есть, как бы тебя там никуда гулять не зовут, вот эти вот все моменты, ты как бы чисто, учитывая, что у меня столько медиа-контента, но я реально очень сильно был занят. Ты либо качаешься, либо что-то снимаешь. Да, тебе дополнительная Бесконечно. активность как бы не Да, нужна. она вообще мне охуенно. Мышцы погорят, ну. Да. Вообще, блядь. Так, я переживал очень сильно за то, что как я полечу в Индию один, да, что мы сейчас с Наташей путешествовали вместе, и это была моя первая поездка за границу одному, но она очень сильно просто прошла, потому что мы поехали с Артуром вместе, и мы в апартаменты в одни заселились на разные этажи, и, по сути, всегда были вместе, друг другу очень сильно помогали. Я как бы вообще, на самом деле, не понял из-за этого. То есть, по сути, как будто бы и вдвоем поехали, просто с мужиком, да. Он мне все время помогал по всем вопросам, он прям Миша мне говорил, что кочка как бы на себе фокусируется и хуй от него помощи дождешься. Но нет, он очень сильно мне очень помогал прям, и я ему помогал. И из-за этого мы прям очень легко, на самом деле, Индию прошли. Ну, выглядели бодрячком. Наша поездка первая с Мишей в Индию не была такой веселой. Не, вообще, мы кайфанули. Мы, когда была фаза истощения, мы много гуляли, ездили по всей этой Индии, хуйня и так Кстати далее. говоря, в целом, как тебе первая поездка за границу на соревнования? Что можешь сказать на этот счет? Гораздо легче, чем в Москве было готовиться. То есть я вообще как-то в какой-то момент забылся, что у меня соревнования. Мы что-то лазили, шароебились в фазе истощения. И как бы мы же заранее прям вылетели, практически за неделю до турнира. То есть у меня турнир был в субботу, у него воскресенье, а мы уже во вторник были там. И вообще заебись. Я говорю, я даже не понял, что подготовка. Мы что-то качались, снимали какой-то контент ему на YouTube. По залам, блядь, ездили, хуйней страдали, на море сходили, Бодрячком, короче. Да, вообще на заебись, поте, да. Ходили там, угорали, блядь, с индусами этими. И вообще нормально все прошло. Прям хорошо. Ну, это главное, знаешь, первый, да, турнир пережить, а потом как-то полегче. Я главное говорю, я вообще ничего не понял. Он настолько был беспроблемный, я так к нему подготовился, 2 недели к нему готовился. Я все купил, что мне надо, вообще до всех мелочей прям. Плюс яки, еду взял, как бы спасибо вот Вове, то, что он скидку хорошую дал, практически, блядь, даром отдал. И как бы много там моментов было, которые я подготовился. И у меня ни разу в Индии не возникло какой-то проблемы или форс-мажора, что вот что-то. Я говорю, такое чувство, что я вообще из дома не выезжал. Я спал там, в принципе, нормально, когда пошел таракс, купил и все. В аптеке. У меня, кстати, есть, ребята, 2 ролика на ютубе с поездки в Индию на турниры. Наверное, прикрепим где-нибудь в углу. Если будет интересно, посмотрите мой опыт соревнований в Индии. Тебе не понравилось? Ну, как сказать. Вот. Есть какой-то в этом шарм, но как будто повторить бы я не сильно хотел. Слушай, я не знаю. Я и не сделал в этом году. Мне кажется, все зависит от твоего настроя, вообще с каким ты настроением туда едешь. Я изначально там с охуенным настроением ехал, мне нравится Азия. Типа я думал, да не, прикольно, что, поугарать можно, походить. И, в принципе, так и случилось. Ты в Мумбаи еще был. Мумбай хороший. Я был 2 раза в Дели. Дели. И это, конечно, Мумбай, конечно, интересный немножечко город. по-другому совершенно. Мумбай, я тебе хочу сказать, вообще неплохой город. Конечно, там есть трущобы, но есть очень развитый город. То есть он очень такой контрастный, и я вообще не заметил то, что это хуёвый город. Мне показался он вполне себе азиатский, нормальный, такой потоковый, жестко потоковый город с народом. Ну, там есть море. Море есть. И, да, поэтому там
больше, наверное, туристов, и поэтому там Туристов там очень много. более там Прикольно. вылизано все. Я говорю, мне понравилось. Вполне себе было неплохо прям. То есть, если бы еще раз туда съездить, я бы съездил. Ну, поедешь. Про турниры там тоже есть. Тем более у меня там этот промоутер хороший уже знакомый. Они мне писали, тоже звали на выступать, так как я там 2 раза у них был, уже данные были, приглашали. Но я получил визу в Европу и очень сильно порадовался на этот счет. В принципе, сама организация турнира заебатая была. Только регламент. Но сам турнир реально был хороший. Они, вот это вот момент, когда они очень любят внешку, такую красивую обертку создать, а когда ты заходишь назад... Именно куда назад? Ну, например, бэкстейдж, например. Было очень хорошо. Вот. Там все по-другому. Нет, ну, очень... Я имею в виду вот эти тайминги, вот это вот отношения да. и прочее. То есть отношение было хорошее. Картинка общая, красивая. Смотри, отношение было хорошее, даже кормили, была куча еды. Отношение было очень хорошее. Говорю, просто проебались с таймингом, и все. Это единственный минус за турнир, который я могу сказать. А так отношение вообще было прекрасное. Судейство. Судейство? Ну, я считаю, оно было справедливое вполне. Просто именно этот судья выбрал вот такие для себя критерии оценивания. Ну, а кто был судья, помнишь? Не помню, как его, но европеец, точнее, американец. С короткой стрижкой. Да, с короткой стрижкой, светлой. И как бы вот так судили. Вторая судья, я так понял, была девчонка. Она мне все время улыбалась, все время смотрела. И она, насколько я знаю, меня поставила первым. Мне понравился мой физик, наоборот. Ну все. Но главный судья, да, решил, что все-таки во абсолютке я должен проебать. Ну, как оказалось. Да. Не проебал? Ну, как оказалось, вообще похуй, да. Свою карту отдали. А я за эту тему до своей поездки на турнир общался тоже с нашим любимым Мишей Артамоновым. Мы обсуждали, да, и он сказал, типа, если выигрываешь, то дальше нельзя. Он мне тоже скидывал эти правила и прочее. Регламент. Я такой, ну окей. Вот. А я планировал выиграть в Германии, но у меня был оплаченный турнир в Испании. Я думал, выходить ли на него или не выходить. Пока удача не на моей стороне. Сейчас мы с Богданом спину накачаем. Ему все равно ее придется качать нахуй, даже несмотря на то, что он про-карту взял, чтобы конкурировать в про. Дениса Романова хлопнуть. В NPC. Да. Вот как раз Гришина и будет первый старт. Придешь посмотреть. Или на регионал придешь. Но один хуй посмотришь. На регионал там в любом случае, да, придешь. Вот, один хуй посмотришь. Я думаю, мы сейчас хороший прогресс за год сделаем. Все для этого есть. Дисциплина, условия, возраст, деньги. А как ты считаешь, почему так сложилось, что спина твоя именно отстающая часть тела? Генетика. Получилось. Генетика. Просто генетика есть. Ну вот у меня, например, из-за того, что я с детства был, такой кровь с молоком, я не был жирным, но я такой был прям кровь с молоком. И я никогда не подтягивался, мне было тяжело. Я бегал, у меня хорошо работали ноги. И после этого я пошел, там, 16 лет качаться. Вот. И как-то я так и собственно, не включался в спину. Мне нравилось делать ноги. Вот. Я занимался пауэрлифтингом. Мы из подсобных упражнений делали только экстензию на спину. Вот. Потом я закончил заниматься пауэрлифтингом. Я там 3-4 года еще покачался. Я к спине относился так же, как многие к ногам относятся. Я не планировал связать профессионально свою деятельность с бодибилдингом. И ты вот 24 уже про карту выиграл, а я 25-26 только выступать начал. Вот. И, собственно, выступать, курсить. И, собственно, и только начал более-менее качать спину. И реально, наверное, осознанно спину я начал качать только там последние 2-3 года. Вот 2 последних года я качаю ее 2 раза в неделю. А до этого пул времени 8-10 лет, в которых я тренировался, я не тренировал спину, и теперь нужно пиздец как догонять в этом плане. Не, у меня чисто генетическая особенность, то что есть плечи, руки,
но нету спины. Ты во сколько начал заниматься? 15 лет мне было. Тоже 15? Да, я уделял все время внимание нормальной спине, да как и всем мышечным группам, то есть там раз в неделю качал. Но просто генетика. Но она хорошо отзывается. Все равно. Но получается, это не генетика, если она хорошо отзывается у тебя сейчас? Нет, все равно генетика, потому что относительно других мышечных групп. Я же тоже их качаю, но они-то отзывались гораздо быстрее. Например, руки я Ну, вообще... спину ты так же вовлеченно качал, условно, как и ноги. Всегда, и всё да, остальное. да, конечно. И наоборот, даже я гораздо больше вовлечений качал ноги, чем спину, что они у меня в итоге стали хорошие. Но по именно тому, что у меня даже ноги были в свое время более отстающие, чем спина. Вот я к этому веду. Что спина не была самая дрявая мышечная группа, а ноги были самой дрявой мышечной группой. Ну, я к тому, что вот ты говоришь, что у тебя была самая дрявая спина. У меня она никогда не была самая дрявая, именно ноги. Вот в чем У проблема. меня она была самая дрявая, потому что я большую часть времени занимаюсь в зале, я ей не занимался. Ну, а я вот к чему веду, что Ну, а когда я сейчас она в начал целом хуярить тоже ноги, хорошо отвлекается. ноги-то пиздец развились, а спина так и не развилась очень сильно. Ну, как она развивается, но так как ноги быстро, или, допустим, там руки, или еще какие-то мышечные группы не развиваются. Потому что это просто генетика, но нету такого отзыва. Ну, еще подход? Да, последним сделал. Нету такого отзыва, как вот на другие мышечные группы. Потому что ноги я сделал просто за 2 года. И все. Я просто их покачал, и за 2 года у меня ноги стали доминировать, особенно спереди. Спереди я не проиграл ногами никому вообще в линейке, в абсолютке и везде. То есть я ногами прям выношу, это моя самая сильная сторона. Жесткость ног и квадро. Тебе просто не хватило общего баланса. Баланс X-образности. Да, все. всё. То есть если чуть я был бы пошире, потому что, например, тот же Владос, я его выигрываю по делениям спины. У меня спина жестче, чем у него, и толще. Но просто он чуть-чуть шире. И мне не хватает вот двойник и двойник сзади, пропорции. И все. У тебя просто жопа большая, она обкрадывает. Да, твою ну, спину. короче, просто нужны как у пропорции. меня. Вот за этот год я думаю, что мы спокойно сделаем пропорции. И все, я стану чуть пошире, и все. Моя проблема будет решена. А там уже толщина, это уже в классике на самом деле не особо важно. Потому что мы берем, вот я говорю, Ричарда Нати возьми, у него уебищная спина, но из-за того, что у него есть пропорции, он везде в топе. Что на Олимпии он в топе, что на всех турнирах он в топе. И похуй то, что у Миши спина в 2 раза толще. Вообще всем похуй. Лучше, блядь, Потому прям что у тебя очень. сравнивают пропорции, двойник спереди, сзади, все. И смотрят по пропорциям. Так, еще важный момент. Вот почему я это все говорил. Ноги отставали гораздо сильнее. И ты не можешь уделять мышечным группам всем огромный объем. Конечно, конечно. Мы уделяли Они будут гораздо не больше восстанавливаться. ногам. И по итоге за 2 года ноги стали заебатые, а спина стала сильно отставать. И сейчас мы ногам уделять время в межсезон особо не будем. То есть это будет 1 тренировка, все. И 2 тренировки на спины. И получается, что акцент он сместится на спину, соответственно, спина будет также очень хорошо развиваться. Просто люди немного не понимают, когда они мне говорят, они включают реально долбоебов. Почему? Потому что они не понимают, что я начал, мой первый выход был в 22, а в 24 я уже взял прокарты. За 2 года мы сделали колоссальный прогресс. А люди думают, что за 2 года я должен, блядь, не знаю, уже на мистер Олимпия быть. Покажите мне хоть одного человека в Что России. это за люди, которые так думают? Вот, покажите мне хоть одного человека в России, кто за 2 года с юниоров смог получить прокарты. Их нет в стране, ни одного. Просто они думают, что я качаюсь лет 10-15 и типа не сделал Ну, ты спину. просто выглядишь нахуй на сумму. Да. Старше Дениса Романа. И в чем прикол, то что я всего лишь 2,5 года соревновательного бодибилдинга. С Кубка Москвы по юниорам до прокарты. А колодцы ты во сколько начал? 20 лет. 20? Да. Немного. Да. А в Мише я пришел в 21. Колодцы, я имею в виду татуировки. Бутылки, кстати, амилопектин 60. Очень частый вопрос. Что за белая хуета в бутылке? Это амилопектин, углеводы, крахмал по сути. И у меня здесь 2,5 порции МБЦА с электролитами. Опять же от Рекфу. Мы перешли на Витарго. На Витарго мне очень заходит амилопектин. Миша написал. Я вот его всю дорогу использую и как бы даже пробовать другое не собираюсь. Цена-качество. Очень заебись. Полностью. Он у меня хорошо устраивается. Есть амилопектин, да? Да, и он у него гораздо вот лучше. Вот. Вот этот момент. Что генетика амилопектин – это полнейшая хуета. Я генетик раньше. Я скажу честно, даже когда был Рекфу, я использовал генетик. Просто там власть сменилась. Потом мне прислал Рекфу 2 банки амилопектина. Я просил на пробу. Я думаю, да, это хуйня. Нихуя.
он по текстуре как протеин. То есть он гораздо более перемолотый и легкий. Он даже через воронку засыпается супер просто, не надо там его хуярить. И он размешивается. Вот в чем прикол, смотри. У него нету осадка. А генетик бы уже вот так было бы. Я его бутылки никогда, кстати, не размешивал. Он размешивается. Поэтому вот попробуйте, сравните с генетиком или дочей амилопектина, вы больше никогда не будете брать генетик, потому что сразу понятно. Просто сама текстура порошка, сразу понятно, что это полная хуета и различия колоссальные. Ну уж, не отходя от кассы, крему фрайс, как тебе от Рекфо? Нормально. Я не люблю гранулированный. Я попробовал американский гранулированный крем-райс, мне не понравился. Вообще не понравился. Но Какой тебе больше вкус нравится? кокос. Вот я пробовал шоколадный, сравнивая с тем, что я пробовал из другого, как бы рисовая манка мне пока больше Да, фаворитов. а мне вот Ну и в Испании мне понравился один, второй не очень понравился. манка, да, они вот все крем-фрайсы идут, и манка, она как гранулы, ты понимаешь? Ну, гранулированные, маленькие шарики, как песок. А тут именно мука. И мне мука, кстати, очень неплохо реально зашла. Ну вот американский, я говорю, то ли вкус был ебаный, то ли что, но мне он вообще не понравился. То есть вообще... А что вы, кстати, решили в Азию лететь, а не в Дубай покачаться, там бизнес есть, Ну вообще, честно, море может? если я поеду в Дубай на несколько там бы недель дней, я бы даже в Бинус не поехал, потому что я ебал качаться в отпуске. Это последнее, что я реально хочу делать. Вот реально. Так, а какой контент вы хотели снимать? Да, я говорю, если, я не знаю, вот Симкин ебет мозги. И мне кажется, что он никуда нахуй не поедет уже. Симкин, раздупляйся давай. Потому что мы договорились вроде, мы должны были в декабре уже... Он, по может, идее, уже начал подготовку с Гостюниным? Уже. Да, некогда. он должен был в Таиланде начинать. И как бы он уже начал, да, но в Тае продолжать. И как будто мы договорились, что мы уже вот сейчас в декабре уже должны быть в Таиланде, но нихуя. Он начал ебать мозги. Ну ладно. Если он не поедет, я, скорее всего, уже тоже не поеду. Потому что я уже настроился на контент, мне уже там делать нехуй, просто гулять. И как будто бы, ну, хер с ним. Я отменю квартиру, да и все. Вопрос такой. Если убрать медийность, контракты все, и ты бы дальше продолжил готовиться свой счет? и выступать за свои Ну, деньги? в NPC бы нет. В NBC? В NPC. Я понял, нет. А в NBC, в Ну, ФБР, остался бы, обратно? да, в России бы, как хобби бы использовал, потому что все равно я бодибилдинг рассматриваю как уже профессиональный спорт. И как будто бы за свой счет ездить на турниры вообще нет. Потому что с точки зрения, ну, я так для себя думаю, в своем будущую семью, это слишком огромные затраты. И, опять же, тут, вот я тебе сразу скажу, вот смотри. Но оно же так сразу, блядь, не стреляет. Ну, Так, не у всех, по ну, крайней ты же мере. говоришь сейчас на данный момент. Да, Я хорошо. вот тебе говорю, ты либо одаренный, значит, у тебя в любом случае что-то будет. Либо нихуя нет. И как бы за свой счет как будто бы слишком дорого. То есть ты как будто бы хобби ставишь уже в жизни в приоритет. И хобби начинают у тебя сжирать все. Либо очень многое. И я за свой счет бы не стал ездить. Потому что я понимаю, сколько это стоит. И, ну, как будто бы пиздец. А сколько это стоит, ребят, вы увидите да. чуть дальше в моих выпусках. Мы уже почти подсчитали. Потому что первая моя поездка на турнир, она была бесплатной. И более того, я еще окупил ее в 2 раза. То есть я еще заработал уже с ней, с проквалифайера. Но я сразу скажу, когда я шел в бодибилдинг, когда я начинал выступать еще с Мишей, я ему сразу рассказал, что я рассматриваю этот спорт с точки зрения того, что я очень быстро стану профессионалом и смогу зарабатывать на этом деньги. То есть я был в этом уверен на 100%, что я к этому очень быстро приду. Чтобы у меня было понимание,
я на него смотрел, я понимал, что у него получилось, и учитывая, что он мне всю дорогу говорил, что одаренный в этом спорте, если ты захочешь, ты можешь далеко пойти. То есть я сразу рассчитывал на то, что я буду зарабатывать. Я и тренером, когда работал, вкладывал, я уже понимал, что я именно вкладываю в свои деньги, что немножечко, и это стрельнет. И так и получилось, что на самом деле очень быстро к этому и пришел, как и планировал, что все равно деньги придут. К слову о нашем тренере, он у меня даже на заставке стоит. Он и мой любимый завтрак от моей любимой девушки. А не моя фотка с двойным бицепсом. Смотри, в межсезон как раз-таки примерно час качаю, но если пиздеж убрать, да, сейчас все-таки у меня компенсация, я могу позволить себе гораздо больше качаться. Все равно еда усваивается по-другому, сил гораздо больше. И я и ноги еще по 2 часа хуярю. И я ебашу спину могу по 1,5-2 часа качать. И восстановление ты чувствуешь слишком быстрое. Ты спина практически никогда не болит, какой бы объем ни был. Ты там уже через 4 дня снова качаешь. Но опять же, это этап компенсации. Сколько ты компенсировал с подготовки? 112 уже, получается 10 килограмм. 10 килограмм. Вот в пятницу будет 4 недели. Это прям неплохо. Миша уже говорит, надо к 115 подходить. Потому что, наоборот, я как-то немножко медленно компенсировал. Перед мостом? 115? Перед мостом надо уже 115? Да, вот в идеале нам до января 115 сделать, потому что как будто бы медленно я компенсировал. Вообще, как бы идеально, но он мне поставил задачу, что надо к 115 подойти. Ну, до конца месяца у тебя компенсация? Да, я думаю, что ты на неделю раньше, чем я закончил. Что я прям ем уже, прям очень много наем, очень много, чтобы набирать. Опять. Я уже не ограничиваю вообще питание. То есть я прям, наоборот, надо больше есть, чтобы вес рос. А я себя ограничиваю, блядь, и набираю. Вес идет. Поэтому, я все-таки на данном этапе за практически 4 недели я достаточно сухой остался, прям реально. Как будто даже получше, посуше, чем ты на Гришина выходил в этом. Конечно. В регионале. Конечно, я пожестче, чем на Гришиной. Это само собой. Компенсация прошла и идет идеально. То есть это, наверное, моя самая лучшая компенсация. Если я думал, что то осенью она была самая лучшая, то сейчас я как будто еще лучше. Слушай, оно так всегда должно быть. Прогресс во всем. Если у тебя нет прогресса, нахуй тебе бодибилдинг тогда. И в компенсации, и в мышцах, пока ты там в межсезон качаешься. Да, я очень сильно развиваюсь. И в самочувствии, и в позировании. Очень сильно, говорю, развиваюсь в плане как спортсмен. Уже, все-таки профессиональный подход. Знаете, как в начале видео я сказал, то, что я уже отношусь к этому как к работе, понимаешь? А когда ты относишься как к работе, это немного реально другой подход, не как любитель. Потому что я понимаю, что если я не сделаю определенные действия, я перестану зарабатывать. И перестану развиваться в доходе. А для меня это сейчас очень важно. Это развиваться в доходе. Потому что, я думаю, ты заметил, что я очень сильно включился в медийку. Это именно начиная с октября, ноябрь, самый пик. И вот декабрь, наверное, сейчас еще даже более пик, чем был ноябрь. И доход он прям иксанул. Потому что я получил 2 контракта. И причем очень хороших 2 контракта я получил, которые мне поднимают. Вот Рекфу, например, вот сейчас с января мне поднимут зарплату. Я думаю, существенно. Учитывая рубрика, которая стала основной, опять же, на канале. Что, качаем? Дальше. Хорошо. Это на данный момент самое главное. Это развиваться в доходе. Потому что, без этой базы вообще никуда. Хочется себя чувствовать, стабильно. Потому что я вообще достаточно скромно живу и деньги особо не трачу. Но все равно вот это ментальное состояние,
когда ты понимаешь, что завтра, тебе похуй на завтра, что ничего не произойдет. Ну, ты спортсмен, ты можешь в любое время травмироваться. Да, и плюс, да нет, на самом деле уже похуй то, что я травмируюсь, моя медийка никуда не денется, потому что моя медийка, она заложена не на спорте, все-таки моя медийка, она была построена до прокарты, я, по сути, никем был вообще спортсменом. Медийка все-таки это разговорная и харизма, поэтому я могу вообще на данный момент завершить карьеру, и моя медийка никуда не денется, а, возможно, она станет еще больше, потому что у меня будет больше Пацаны, времени. ставьте лойс, если считаете, что Богдан дохуя харизматичный. Вот именно, да, медийка была же построена не на спорте, у меня нет таких регалий. Только вот сейчас прокарта появилась. Потому травма, не травма, вообще похуй. Чемпион России по юниорам. Я не чемпион России, а вице-чемпион. Да, я, ты знаешь, типа, у меня есть знакомые ребята, которые 15 лет в ФББР выступают, и вот они там к этому мастеру спорта шли, вот, никак не развиваясь, помимо 15 лет. Но выиграли они этого мастера спорта, и все, и повесили трусы, как бы, на стену. И, по сути, с этого ничего абсолютно не поимели, кроме корочки мастера спорта. За которую, кстати, там ничего, что там платят? Ничего не дают. Ничего не Потому дают. что я мастера спорта получил во втором сезоне уже. Я там, выполнил норматив. Ну, ФББР же, они же аккредитованы, они же Да. в Министерстве спорта, там денег никаких не платят, там 15 тысяч рублей в месяц. Я не получил его, я забил хуй на ФБР, мне вообще было поебать на него, этот мастер. Я выполнил норматив и все. Я бы хуй на него положил. Если бы там потом я ушел в другую федерацию, если они даже там позвали бы на поучение, но я бы точно не пошел, потому что как будто больше кринж какой-то. Хуй нужен. Что за бред? Самое главное, пацаны, что вы должны уловить, чтобы накачаться, нужно качаться. Не просто зал посещать, блядь, и вес с точки А в точку Б передвигать. Вот. Упражнения могут быть одни и те же, блядь, но нужно выкладываться, работать. Да, вообще они и должны быть одни и те же, по идее, по программе. Заебал. Было бы странно их разные делать. Если вы постоянно разные программы делаете, вы же не можете прогрессировать в весах все время заново. Ты же не адаптируешься к движению. Вот дайте... Если они должны каждую тренировку разные быть? Наоборот, одинаковые. Вот, ну я Да. про это и говорю. Должна быть программа. А как накачать спину, вот переходите на канал Рекфул и посмотрите мои ролики. Обучающие. Ссылочки так уж и быть. Да не надо. Просто Рекфул написали и перешли, блядь. Что, тупые, что ли? Да там, блядь, все с Рекфула и будут парни смотреть. У тебя гораздо раньше, чем у меня Да. возникла эта проблема. Да. Сейчас препарат под названием ТА убрал. Т убрал, и у меня волосы обратно полезли. Есть начал по жирам, увеличил. И как бы даже это все возвращается назад. А так к последнему турниру прям уже так реденько было. Вот, блядь. кстати, может быть, если я не полечу в Тай, я вот в январе пересадку сделаю. Почему нет? И, скорее всего, бесплатно. Ты в этот пойдешь? Как? Джиметы я бесплатно, скорее всего, сделаю. Они мне предлагали по бартеру. Не, я думаю, ребята мне бесплатно Тоже, спокойно тоже. сделают. Потому что у меня есть там люди, кто за меня договорится. И все. Что я им хорошую рекламу сделаю. Вот, например, я вырезал Гина, да? Как ты думаешь, сколько человек я привел к хирургу? Вот сейчас скажешь. Это когда было уже? 2 года назад. 2,5. Он мне нахуй уже должен. По гроб жизни, блядь. Сколько я ему людей привел на сиськи? Как будто добавить можно. Больше 30 человек. И это только с моей рекомендации. А представь, они сколько рекомендовали. Вот всех практически, кого ты знаешь у нас в бодибилдинге в России, любители, да? Все сиськи делали у него. У кого? После меня. Свидовский, Голуба, Кищук у него резался. Здесь в Москве. А? В Москве здесь. Да, все резались, ребята. Все. Я в Рязани ездил, там тоже уже. Сколько Миша мне сегодня контакт попросил. Вот сегодня написал. Не знаю зачем, кому-то дал. Сегодня написал. Я постоянно этого хирурга даю.
Он очень хорошо делает. Ни у кого проблем не возникло вообще. Поэтому вот хорошая реклама Джиджимеду будет. Пускай бесплатно делают. Я ебал сейчас вообще хоть за что-то деньги платить. Как будто бы уже Вот она, хватит. блогерская жизнь. Как будто бы уже хватит. За что-то. Я даже одежду уже не покупаю практически. Ни копейки теперь платить не будут. Не Пускай хочешь мне больше? платят. Не хочешь больше? Как будто бы нет. Прожимать вот лучше в этом упражнении, чем меньше амплитуды. Я бы делать. вот что-нибудь отсюда вот добавил сверху. Ну, положи. А он там влезет? Да. Ты вот говоришь на спортсменов о том, что они нихуя не делают в плане развития. Вот. Ты бы, может, им порекомендовал, блядь, как это правильно делать, как это нужно делать, чтобы тоже ни за что не платить. Или это не всем дано? Много. Дано не всем, но какой-то выхлоп ты все равно можешь делать. Что я делал? Самое главное, я проявлял везде инициативу. Я не ждал, пока меня позовут. Я всем просился. На видео. Плюс в этом, что он не служил в армии, потому Да. что в армии инициатива, Наказывается. она по-другому наказывается. Я всегда просился на Она каналы. любит инициатора. Я просился, никогда не ждал, пока меня позовут. Я писал людям, даже которых считал, что они вот прям верхушка, и просился. Ребят, возьмите меня в выпуск, возьмите меня в выпуск. Симкин, как мы познакомились, эту историю я уже не раз рассказывал. Вот я уверен, что 30 человек дай, ни один бы не сделал, как я. В итоге он мне практически сделал медийку. Но он ее очень сильно ускорил, так сказать. Просто потому, что я с ним подружился. А к тренеру ты его привел? Да. Ну вот, видишь. В обе стороны работает, значит, профит. Я приехал в Ломов. Было мое первое посещение. Гостевой визит. Там у меня знакомый тренер попросил, чтобы меня оформил. Мы с Наташей приехали. Не платить. Ну, конечно. Мы приехали. Это было где-то 6 часов вечера. Я вижу, Симкин, блядь, зашел в зал. А я его никогда не был с ним знаком, я его никогда не видел. Но смотрел когда-то его ролики. В основном в прокат шоу, когда он был, у него, я дико угорал, как он троллил, блядь, там одну бабу. И я смотрю, он разминается. Я думаю, ну надо до него доебаться. Как будто бы я к нему подхожу, а он стримил. Я начал, бля, Витя, чё кого, вот я тебя смотрю, давай попозируем. Он такой, бля, я типа в корсете, то все, у меня стрим. Я говорю, ну Витя, я могу тебя подождать, когда у тебя закончится тренировка. Типа, я хочу познакомиться. И я проявил инициативу, мы с ним начали разговаривать, он такой, похуй, говорит, давай, я сниму корсет, сейчас попозируем. Типа, я доебался до него. Все, он снял корсет, мы с ним попозировали. Он начал спрашивать, ты такой? Говорит, о, хорошая форма. Спросил, сколько мне лет, он удивился. И то, что я юниор. Говорит, хорошая форма. И он начал вести стрим, я начал с ним пиздеть. Он начал меня обо всем расспрашивать, а он тогда только возвращался в бодибилдинг. А поскольку я в бодибилдинге очень много о России все знает, да и вообще о зарубежном, я ему начал там какую-то тему накидывать. Он такой, о, нихуя, какие изменения, то все 3-10. А Мише ему рассказал. Мы пообщались о Мише, то все 3-10. Он, кстати, вот узнал о Тимошине и начал после меня за ним следить. И потом в итоге, стал с ним заниматься. И все, я ему говорю, слушай, я выложу видео, ты можешь репостнуть его себе в историю? И в итоге мы подписались, он репостнул, пошел к Мише заниматься. Он очень быстро тренера поменял. И Миша ему сказал, сними с Пиздюком ролик. Потому что у Пиздюка охуенно ролики заходят типа у Водянова с Голубой. Это были первые ролики, которые там на 30 тысяч просмотров, все два залетели. 30 плюс тысяч просмотров. Я понял, где ты в американской майке был. Да. Он посмотрел ролики, ему очень понравилось, он меня пригласил. И получился тот самый ролик про хождакаря расследования. Все, мы потом сняли второй ролик. И мы с Витей не просто ролик снимали, а мы, короче, он на метро ездит, и я на метро.
И мы с ним все время до метро вместе хуярили, о жизни разговаривали. И как-то вот мы с ним сконнектились очень сильно. Мы стали переписываться немного, типа за жизнь общаться. Ну, я вообще коммуникабельный достаточно человек. Все. И вот, и все, и мы начали много вместе снимать. Теперь его девушка стрим. К тебе ревнует. Да? Что вы с ним больше времени проводите. Да? Ну, я тебя спрашиваю. Не знаю, возможно, кстати. Реально, то, что мы с ним больше времени проводим. И потом мы это стримить начали, то все. А сейчас вообще мы весь контент вместе делаем. У нас весь контент вот построен на том, что мы чисто вместе его снимаем. Ну, как дуэт. И вот так медийка и строится. Ты знакомишься просто с людьми. Коннектишь и все. Это, возвращаясь к вопросу, который я ему задал ранее, он просто сильно развернуто ответил. Просто нужно доколупываться уже до медийных, успешных ребят. Пойду Бамстеду напишу. Может, репост. Знаешь, я когда снимался, я в моделинге был, когда мне было 19-17 лет. Я ходил на ТФП-съемки по бартеру к лучшим фотографам Москвы, которые берут колоссальные деньги за съемки. У нас есть Игорь Вавилов, например, у него все модели Москвы имеют его композитки. Кстати, композитка – это твоя карточка модели, которая отправляет в агентство в Европу, ну, например, в Европу. Вот он всем делает. Я с ним вот просто вась-вась был. Я с ним вот познакомился. Ты уже в Москве, да, был? Да, я с ним познакомился. И что он все время говорил? То, что ты супер простой. Вот реально, будь проще, люди к тебе подтянутся. И вот он снимал людей за деньги, допустим, он берет сейчас за съемку, не знаю, 1050-60. Меня он снимал бесплатно. Причем... Но к нему люди не тянутся, потому что он уже непростой. Да, он непростой, ну, потому что в любой сфере у меня получалось находить коннект с людьми. Типа очень легко коннектиться. Потому что ты ведешь себя просто, не выебываешься, в плане там не строишь из себя дохуя какого-то зазнавшегося человека. Просто, вот я подошел к Вите и говорю, никто бы не подошел, потому что все зазнавшиеся, блядь, не поздороваются. А я подошел и говорю, блядь, Вить, давай позируем. Ну, я типа очень, я всегда за тобой следил, вот я тебя встретил, хочу я с тобой отпозировать. Я как бы готов тебя подождать, то, что я проявил к нему уважение. Ему это понравилось. И вот он согласился. А другой бы, он бы через свой проявил, не подошел бы, застеснялся бы подойти. Проебал бы свой шанс. А шансы даются всем всегда. Просто следопыт. Кто-то пользуется, а кто-то хуй забивает. На секундочку, кстати, это вообще единственный человек, которого я когда-либо блокировал бы, блядь, в Инстаграме. Это веселая ситуация. Я был на подготовке, а он был в глубоком межсезонье. И, кстати говоря, если бы там ты писал что-то по поводу того, что ты в целом тоже делал, по поводу того, что ты меня там на сцене уделаешь, я тебя просто троллил. Победишь, разъебешь. Но ты там очень много на личное переходил, вот, что очень сильно в тот момент задело мою ЦНС, психику, и я решил просто заблокировать его. Ну, в целом, я как бы к нему сильно плохо относиться не стал. Я даже пришел через год на соревнования его поддержать. Да нет, на самом деле это просто были подъебки. Я вообще не думал, что ты, блядь, отреагируешь на ПМСница, на самом деле. Но по-другому не назвать. Потому что я к этому супер легко относился. Ты литрозол когда начинаешь? Не, у меня нет таких скачков. Я вообще супер просто ко всему, да. У меня, говорю, нет таких скачков никогда, типа вот таких вот там обижаться на кого-то. Ты мне на каждую историю, блядь, отвечал всякую херню. Просто угорал тебя подъебывал. Знаешь почему? Потому что ты очень смурной, блядь, был. Мы пришли на сходку к тренеру, и ты там такой, блядь, смурной был, пиздец, как будто у тебя нахуй кто-то умер. Ты все время такой смурной. Я думаю, дай-ка тебя поподъебываю, может, ты хоть это оживешь потихо, блядь. Ты что-то еще сильнее смурным стал. Вот сейчас он гораздо лучше, ты на него хорошо влияешь. А то, как будто, я говорю, у него похороны, блядь, каждый день. Вот так будете себя вести, никогда у вас медийки не будет. Смурных людей не любят. Надо быть веселым, надо быть открытым. Да похуй. Просто 25, блядь, недель подготовки это... Ты сам выбрал? Тяжело. Ты должен к этому просто быть готовым. Не знаю, у меня всегда как. Как бы не было хуёво, но на людях, на медиа надо быть веселым. Все равно. Ты должен дарить людям настроение. Нет настроения, есть настроение. Что-то я трансляцию смотрел, ты, блядь, там что-то не сильно, блядь, настроением пылал, блядь, на сцене, блин. Не, на сцене я тебе говорю, я ж не люблю сцену просто. Ну, так настроение-то надо дарить. Нет, ну это не контент. Ты же артист, Не, это не контент. Я имею в виду разговорный мой контент.
Я сцену не люблю. Я говорю, у меня нет вот этой хуйни подачи на сцене. На фоточках как не баловался. Ну, у Я не тебя люблю. опыта еще нет такого. Не, я просто не люблю, мне не нравится. Мне сами соревнования не нравятся, я говорю. Мне вот нравится спорт до. Если твоя Мне нравится спорт до, понимаешь? линейка строится не на соревнованиях. Смотри. Зачем тогда готовиться выступать? Еще раз. Нет, оно все вместе, оно все равно в совокупности все равно. Но мне нравится спорт. А я считаю, на сцене это не спорт. Это уже конкурс это уже красоты. шоу. Ну конкурс да, красоты. да. Он мне не нравится. Да. Мне нравится вот... Но это составляющая спорта. Ну, как есть, оно мне не нравится, составляющая спорта. Мне нравится подготовка и награждение. А вот этот маленький промежуток между, там, 3 минуты, он мне не нравится. Ты фотал? Ты фотала? Пофоткай. О, блядь. Мышца. Мышца. Такая объемная, на самом деле, тренировка. Мы запизделись, но на самом деле побольше упражнений, точнее подходов делали в упражнениях. Получилась прям супер объемная тренировка. Как тебе вообще завершение сезона в профиках? Что думаешь о последних выступлениях пацанов? Что думаешь о гриме в Китае у Что парней? надо с собой его брать, догримироваться. Слушай, по-моему, Яки говорил в выпуске, что они брали с собой. Но вот интересный момент, что в том году они съездили с Ромой Халиуллиным, по-моему, на тот же турнир. И точно такая же ситуация была, и они никакие уроки как будто не вынесли с прошлой поездки. Ну вот мы с Мишей записали новости, которые через пару часов уже выйдут. Если моя команда не будет ебланить, как обычно, то вот мы там с Мишей как раз таки разобрали этот вопрос. Вот можете еще и в новости перейти и посмотреть. Ну что, как всегда, блядь, косячит непонятно с этим гримом. Почему китайцы, блядь, уже прошаренные выходят, уже нормально загримированные. Азиаты все сами наносят грим Да, себе у нас почти. вроде, да, Яковлев сказал, что Сологуба он сам мазал, но что-то хуево мазал. Сколько он ему слоев-то нанес? 1, 2? Он как будто вообще без грима был. Очень светлый. Вот, кстати, фотки я вставил, но он вообще прям очень светлый. Я не знаю. Какие-то выводы уже пора бы сделать. Ну, все остальные такие же были. Нет, Светлые. китайцы. Ну, из наших, я имею в виду. Ну, из наших, потому что они все там красились. Они там в кабинках красились. Поэтому они все были... Я наносил себе в Корее грим 4 слоя, потому что я закорешился с парнем, который там наносил. Вот, и там не было сильно много народу. Вот, поэтому 3 слоя там, конечно, очень светлые. Я в Индии тоже достаточно светло вышел. Это тоже был проеб по гриму. Но у меня хотя... Ну, видишь, у вас ты не готовился. То есть ты сам по себе светлый. Да. Там, как, например, я, Миша, я тоже, там, тоже ходил в солярий. Готовился, чтобы наносить на нормально. Обычно в России я наносил 2 слоя всегда. И это я прям черный был. Тут я нанес в Индии 2 слоя, мне показалось, что я темный, на самом деле был светлее всего. Ну, в России ФББР и NPC ты NPC, да. Там, вот 2 слоя всегда хватало. Типа я был прям темный. Тут какой-то грим хуёвый реально был. Я теперь понял, что в Индии надо наносить 3 слоя. Но в кабинках там красят более-менее, но если 3 слоя нанести, нормально.
Ну, вообще, конечно, сколько лучше с там собой. инвалидов в Индии, Да. когда к тебе Да. подходят, ну, просто там на стендах, на выставке, Да. здороваются, у них там руки, Да. Там рук же нет, категории, кривые. очень много, да, были в Категория категориях большая, инвалидов, колясочников. Это, конечно, У них прикольно это развито. Колясочников там было прям у очень них много. ну, много в целом по себе таких Да. людей. И они это как-то пропагандируют, развивают. Молодцы в этом плане вообще. Я подзаебался их, конечно, ждать, но есть. Какова твоя цель вообще? Ну, где, бодибилдинге или вообще в В целом? бодибилдинге в целом, что ты хочешь выжать из бодибилдинга? Ну, я без сомнений, вот реально искренне в это верю, спорте. что я могу стать лучшим классиком в России вообще за все время. Я реально в это искренне верю. Что, учитывая наших классиков, вот у нас, по сути, лучший классик в стране на данный момент это Миша, я все равно считаю Миша. Он имеет не самую лучшую генетику классика, но за счет своей дисциплины, за то, что у него есть этот свой подход, он смог забраться выше всех. У нас проблема в том, что генетически одаренные люди, они все распиздяи. Ну, это не только бодибилдинга, мне кажется, Да. касается это все. И вот я генетически одарен хорошо, но не настолько хорошо, как одаренные некоторые. Но я слежу за этими одаренными некоторыми и вижу их подход. И подход у них очень слабый. Далеко не такой. И я без сомнений знаю, что у меня хорошее здоровье, у меня есть вот эта дисциплина и огромное желание, голод на победы. Но ты же не любишь выступать. Это не важно. Самое главное делать формы и прогресс. Вот у меня есть этот... Ну, подожди, если ты не сможешь кайфовать от этого на сцене, как будто тебя это надолго не задержит, понимаешь? Я тебе сейчас объясню. Ты не прав в этом плане. У меня вообще по жизни все завязано на том, что мне вот говорили, что оно что-то не получится, и везде я всегда иду наоборот, против, и все получается гораздо больше, чем мне говорили. Допустим, я всю жизнь, я рос в очень бедной семье, в ебаном районе вырос. У меня многие мои друзья, это были реально наркоманы, которые все и стали по итогу наркоманами. Кого-то посадили. И как будто бы у меня брат умер, был там лудоманом, отец алкоголик. И вот всегда во всей моей жизни было так, что я должен был пойти по одному какому-то сценарию, который мне навязали. И я всегда шел против сценария. И так во всем. На учебе также было. И очень много еблания по учебе мне говорили преподаватели, что с тебя нихуя не выйдет. И в итоге я сейчас зарабатываю, как они за полгода. Это мой огромный двигатель прогресса. Зачастую, когда ты приходишь в комфортное состояние. Нет, у меня такого нет. Во-первых, я говорю, я веду аскетичный образ жизни, я никогда не прихожу к своему комфортному состоянию. Как бы ни вырос мой доход, я веду свой достаточно аскетичный образ жизни, никак его не меняя. Вот у меня вот это есть хуйня, огромная сила воли, дисциплина, и идти против системы. И это очень сильный двигатель, потому что сейчас очень многие переобуваются, кто на меня пиздел. Очень многие, даже хейтеры. Тот же Мошкин там сколько на меня пиздел, вот, я его там что-то там задел. А сейчас он мне в директе пишет, блядь, ебать, красава, далеко пойдешь, и все в этом духе. И так очень многие переобуваются. Романов пиздел, что я не возьму карту, а я взял карту через месяц. И это забавно, то, что оно вот так вот всегда идет, то, что всегда идет против системы. И я более чем уверен, что я могу стать лучшим классиком в России. Просто нужно на это 3-4 года, и все. Что со своей дисциплиной, то, что у меня в голове, какой двигатель прогресса, я к этому приду. Так же, как и в медиа. Все говорили, да кто он такой в самом начале? Просто пиздит выскочка. Прошло 2 года. Кто имеет такие контракты, как я? Человек 10-15 в стране. 2 года мне понадобилось. Ни один из молодых не получил такие контракты. Ни один. И я более чем уверен, ни один не получит в ближайшее время такие контракты, которые получил я. И никто не получит такой быстрый рост медиа, как я. То есть я не просто пизжу, а доказываю это постоянно на деле. И Миша мне тоже говорит, ты можешь стать лучшим классиком в стране. Просто тебе нужно не сходить с пути. И я не собираюсь с него сходить. Наоборот, с каждым годом, ты не прав, я не прихожу к комфорту, а я еще больше испытываю голод. Чем больше я получаю, чем я еще больше хочу получать. Я получаю контракты, я получаю деньги, я еще больше начинаю делать. Мне дали контракты, как будто я должен был расслабиться, а я еще делаю больше контента. Все больше, больше, больше. Также выступления. Как будто бы получил про-карту, а я еще сильнее хочу. Еще доказать, что я могу в про выступать. И то, что кто пиздит у нас профессионалы, то, что 2 года они не будут мне конкурентами. Я в этом уверен. Как говорится, флаг тебе в руки, да. И успехов время покажет. По-любому. В любом время случае, все покажет. ты красавчик капитальный. Время все покажет. И с прокарта, и с медиа.
Мне мать всю дорогу говорила, когда у меня были друзья богаче меня, и она говорит, время все расставит. Вот ты вырастешь, время все расставит на свои Мать места. поддерживала. Если ты сейчас, мы не можем себе много чего позволить, то когда ты вырастешь, ты всех обгонишь. В итоге я обогнал всех. Всех своих одноклассников. При этом даже еще не вырос. Да, всех своих одноклассников, всех своих одногруппников. И вообще по жизни обогнал всех на данный момент. И также преподаватели. Кто преподы пиздел, я сейчас зарабатываю за месяц больше, чем они за полгода. Ну так и к слову, сколько ты зарабатываешь? Ну, я не буду говорить цифры, потому что я считаю, это неправильно. А для людей вообще говорить цифры. Ну, приемлемо. И самое главное, что мой доход, он уже ежемесячно растет. Потому что аудитория прибавляется, те же промокоды, они работают. Промокоды и онлайн. Вот сейчас пошла рубрика с первого видео, Breakfast, да, обучающая. Оно набрало уже больше 30 тысяч. И там очень огромная статистика лайков. Вот сегодня мы выпустили второе видео. Я просто охуел, когда там зашел за час, посмотрел То есть с статистику. Инстаграма в России еще можно зарабатывать? А? С Инстаграма в России, говорю, еще Нет, можно я зарабатывать? про YouTube. И с Инстаграма, и с телеги, я со говорю всего. про соцсети, YouTube-то тоже же. Ну, как бы. я бы не стал бы это тему видео озвучивать про Инстаграм, да, запрет грамма, скажем так. Ну, короче, вот у меня сейчас идет онлайн очень хорошо, то есть уже люди сами приходят, заявки оставляют, пишут, приходят. Промокоды, плюс я говорю, вот сейчас Рекфу у меня с января поднимут зарплату, согласуют сразу на год, какая у меня будет зарплата, учитывая, что у меня пошла основная рубрика, и все очень хорошо, я думаю, они очень хорошую мне зарплату сделают. И как бы доход, он сейчас прям реально ежемесячно растет. Я думаю, вот цифры, которые я зарабатываю сейчас, через полгода будут другие. Через год будут еще совсем другие. То есть вот так это сейчас идет. Я могу сейчас сказать, что я откладываю больше, чем трачу. Вот так. Роскошно. Вот так. На этой прекрасной ноте мы и закончим. Всем желаем откладывать больше, чем тратить. С вами был Александр Шмидт, а не Крис Бамстед. Да. И Черемисинов Богдан. Богдан, спасибо, Да. что пришел, покачался. Я думаю, что мы классно провели с тобой сегодня время. Нет, хорошая тренировка и разговор. Пообщались. Вот. Так что ставьте свои лойсы, подписывайтесь. Поддерживайте нас в Ютубе, в Инстаграме. Нам будет очень приятно. Мы стараемся делать для вас контент. Вот. Всем И да, переходите вот обязательно, вот я говорю, вот даже с точки зрения не пиара, потому что на остальные рубрики я не хочу пиарить, но вот на Рекфу переходите, вот смотрите спину, грудь, и мы еще выпустим следующие ролики, потому что это реально очень полезные видео, там 95 плюс положительных комментариев, людям очень зашло. Вот бесплатно вы можете получить обучение, как, блядь, правильно качаться. И я рассказываю с точки зрения анатомии, биомеханики, прям с точки зрения теории, как все-таки нужно правильно тренироваться. Это реально очень полезный контент для людей, бесплатно. Вот. Вы даже платные, я уверен, от тренеров Сейчас, такой не на найдете. самом деле, вот когда мы начинали качаться, столько информации не было молодыми пиздюками, но я там в 2008 году, а сейчас реально столько информации, и если бы было столько информации, сейчас я бы стопудово и спину накачал, и все Я тебе остальное. так скажу, сейчас тоже этой информации нету, потому что ее нужно если фильтровать. да, зайти вот даже на YouTube, посмотреть, очень мало подобных роликов, где доступно, самое главное, интересно и практика совмещена с теорией. Ну, Вот это в самое любом главное. случае ее больше. Да, так что смотрите. Ребят, всем пока.